Сразу скажу, если вам нужен видос по восстановлению жесткого диска, то вы зашли не на тот видос. Тем более у меня контент больше связан с Kagura, нежели с восстановлением вашей флешки с виндой. Однако эти проги RStudio, IzAs и Unformat мне ни черта не помогли восстановить файлы, которые мне нужны, потому что я идиот, но обо всем по порядку. Среда, 15 сентября, я спокойно сижу за своим компом и монтирую ролик, как вдруг замечаю, что моя прога для монтажа начинает лагать. Но я собственно перезапускаю комп и появляется вот такая хуйня. Оказывается, что мой комп решил прочекать диск на наличие ошибки, которая произошла во время монтажа. Ну ничего не поделать, сказал я и пошел гулять по улице. Где-то 2 часа спустя я возвращаюсь домой и вижу, что мой комп загрузился в систему и нормально работает. Оказалось, что это мой младший брат, ради удобства будем называть его Алешей, прекратил проверку внешнего жесткого диска. Да, я сохранял проект на своем жестком диске через USB провод, потому что мой системный внутренний диск C засран, а другой диск вообще чужой и в нем нет 2 терабайта памяти, как было у меня. В общем, возвращаемся к теме. Подключив эту дуру обратно в комп, система перестала вообще видеть диск и начала предлагать мне его отформатировать спустя 5 минут загрузки проводника. Это меня, конечно, не устраивало, потому что алло, блять, там мои файлы важные лежат, сука. И я начал в интернете искать, как восстановить файлы жесткого диска. Изначально я хотел восстановить файлы через свой ноутбук, но мой брат Алешенька меня предупредил, что там стоит другая операционная система. Это произошло потому, что ноутом никто не пользовался, помимо моего брата, и он мог наворотить любую хрень с компом. Но я подумал, окей, может быть там стоит Linux, что, конечно, так себе, но... Блин, вы не представляете, как я охуел. Там стоял Chrome OS, Chrome OS, блядь. Я даже не знаю, что это за операционная система. Я находился в полном шоке. Я спросил своего брата, зачем тебе Chrome OS? Он ответил, чтобы в браузере сидеть, так как ноут старый. Вы не представляете, в каком ахуе я сидел. Мало того, что система запаролена братом, и я не могу ничего сделать с ноутом. Так еще, чтобы вернуть винду обратно, надо устанавливать винду на этот ебаный ноут. Короче, вариант с ноутом меня не устроил, так как времени у меня на переустановку винды нет. Пришлось все делать через ПК. Устроив небольшой ресерч в интернете, я вышел на 3 программы. Unformat — мощная программа для восстановления отформатированных жестких дисков, карт памяти и USB накопителей. Пи***ш чистой воды. Этой прогой можно восстановить только флешки по 8 гигабайт. Ну ладно, 32 и 64 гигабайт тоже, конечно, подойдут, но, блядь, не 2 терабайта. Меня не устраивала именно скорость сканирования диска, из-за чего я пошел искать другую прогу, и ими оказались RStudio и IzAs. Не буду вдаваться в подробности, но я пытался этими программами восстановить данные, и мне даже почти удалось с помощью второй программы. Суть была в том, что прога, продолжая сканировать диск, не показала процесс сканирования, но я в общем остановил сканирование, и о чудо, прога нашла пару потерянных файлов, однако мой тупой мозг зачем-то после сканирования начал форматировать диск, и это возможно было моей полной ошибкой. Ключевое слово возможно, так как комп продолжал лагать и зависать из-за неисправного жесткого диска, и я думал, что из-за этого программа хреново работала, ну точнее медленно работала. Отформатировав быстрый диск, я снова запустил IzAs и оставил комп на ночь, а сам со спокойной душой ушел спать. На следующее утро четверга, 16 сентября, я просыпаюсь и вижу, сука, что мой Алешенька сменил пользователя, пока я спал. Но это не важно, важно, что у меня получилось по итогу сканирования, да? Я восстановил ебаную папку с Counter-Strike Go Global Offensive, а остальное ничего не восстановилось. Тогда я запустил проверку еще раз и уже применяя даже RStudio. В общем, ничего не вышло. Хотел уже по новой засирать свой диск играми, но так как я сделал быструю фрагментацию диска, мой Steam вежливо предупредил, что паренек, у тебя диск в говне. Ну а дальше уже как в первый раз. Комп начал лагать, проводник глючить, а диск по-быстрому никак не отформатировать. Хэппи-энд. Какую же мораль тут можно вынести? Во-первых, если вы не форматировали жесткий диск, но вам удалось во время неполного сканирования диска восстановить хоть какие-то файлы, то продолжайте сканирование. Даже если ваш комп лагает и не дает зайти в проводник. Ни в коем случае не фрагментируйте жесткий диск, иначе вы сможете восстановить только мусор по типу Counter-Strike. Во-вторых, даже если вам не удалось восстановить диск, вы сделали быструю фрагментацию, то делайте теперь полную фрагментацию диска, иначе ваш комп снова при заходе в проводник будет лагать или еще хуже, не будет видеть ваш жесткий диск. В-третьих, не засоряйте внешний жесткий диск больше 80% всякими файлами. Если вы собираетесь купить внешний жесткий диск или он у вас есть, и что еще самое забавное, вы наткнулись на этот видос, когда у вас уже у самого жесткий диск сдох, то оставляйте на нем хотя бы
бы 20% свободного места. Ну вот, например, вы купили жесткий диск на 2 терабайта, из которых только 1,81 терабайта свободно, то вы можете засырать только 1,5 от всей свободной памяти терабайта. Иначе придется снова фрагментировать диск и использовать самые жопные методы по восстановлению файлов. Ну и в-четвертых, пользуйтесь облачными хранилищами, особенно если вы делаете масштабные и требующие много памяти проекты, ну, например, ролик по Синрану или Сапер 3D. Кстати, забавный факт, этот ролик я сделал, используя флешку в 256 гигабайт. Ой, ах да, кстати, видос по Синрану выйдет где-то в октябре, а пока можете оценить этот ролик и написать комментарий. А еще, если вы хотите, чтобы я вас в конце указал в титрах, то можете задонатить 10 рублей. Я все, пожалуй, сказал. Всем пока, всем здоровья, всем счастья, всем любви и благополучия. Я вас всех люблю. Синран потом выйдет. Не 7 на ролик, но выйдет. Да, все. Всем пока.